Эта санкция приняла Евросоюз. Все компании трудно прогнозируют будущее. В такой мясорубке не падает премия. В течение месяца мы этот вопрос решили. Это топливо российское, что его много на рынке. Мы за свой продукт, который мы импортируем, мы гарантируем. Опасность, напряженность. Хорошо, все. Что люди покупают? Будем поддерживать. Люди приходят обслуживать. А зачем это вот? Я вообще, честно говоря, поражен. Это очень рыночный рынок. Вот сейчас ситуация достаточно напряженная, мы все читаем прессу, да, мы общаемся с европейскими поставщиками, мы видим, что очень серьезно взволновано там наше Министерство экономики по поводу ситуации в феврале в связи с эмбарго на российские нефтепродукты. Чувствуется эта нервозность. Вот ваша компания, как международная, да, с офисом там в Австрии, в Польше, в Литве, как вы чувствуете эту ситуацию? То есть действительно есть какая-то опасность, напряженность, или это такое, скажем так, общая защитная реакция такая, да, что надо чего-то как бы там опасаться? Потому что мы видим, что на нефть эмбарго состоялось, мало того, что цена не выросла, да, она еще и упала. Какой пульс рынка вот сейчас в Европе? Да. Знаете, я думаю, что в принципе эта санкция приняла Евросоюз. Он сознательно принял против России. Это принято осенью этого года. Поэтому все готовятся, все увеличивают свои резервы. Все сделано так, что санкция вступает в силу, она, в принципе, 5-го уже никто не может принимать, она, в принципе, уже действует, потому что высылать уже, организовать поставки уже нельзя, потому что после 5-го никто принимать не может. И достаточно полные резервуары у всех. И здесь, да, я думаю, что вот на первый квартал не будет никаких проблем с обеспечением нефтепродуктов. А дальше есть логистические линии из арабских стран, из Индии, которые вот этот дефицит российского топлива закроют. Есть только один момент, который сегодня существует, что все компании трудно прогнозируют будущее. Вот, например, письменных контрактов ни мы не имеем, и, как я знаю, наши партнеры тоже не имеют письменных контрактов. Устные контракты мы имеем. И на сегодняшний день эти устные контракты придерживаются. Никаких проблем мы не имеем с поставками. У нас тоже вот 25 на 25 дней является полностью все заправки залиты топливом. Нефтебазы, которые есть, еще в пути есть, поэтому большой проблемы не будет. Есть такой, неопределенность цены, у которой иногда бывает по и другим признакам неопределенность цены, поэтому здесь. Я так понимаю, как-то по отзывам с коллегами, то это проявляется в том, что не падает премия. Хотя, казалось бы, цена вроде как подупала, но за счет премии она для нас держится все равно достаточно высокой. Ну да, идет. Это такая реакция. Да, что еще мы делаем, что мы увеличим количество возможных поставщиков, потому что, это и война вообще требует, и как бы сама логистика, изменение логистики требует новых партнеров найти в Польше, там, в Румынии, в Австрии, которые имеют производство в Румынии. Поэтому мы с ними ведем переговоры и думаю, что будет дополнительно. Подстрахуемся. Это все компании так это. Думаю, вот такая здесь такая ситуация. Я думаю, больше обострение не предвидится. То есть больше это какая-то эмоциональная, история, что для всех это новое, непонятно как. Я вообще, честно говоря, поражен тем, что происходит в Европе. Если бы мне кто-то сказал год назад, что Германия откажется от российской нефти, от российского газа, от угля, это невозможно было представить. А мы пережили за этот год просто столько всего, что, и я понимаю, что у нас уже какой-то иммунитет, есть там на какие-то там опасности, все такое в Европе, как бы, конечно, это шок, и
это, конечно, невероятно. Да. Я, честно, не мог себе даже представить, что это произойдет. Да. Вот мы, вы смотрите, мы решили вопрос, когда в один день все закрылось. Ну, в течение месяца мы этот вопрос решили. А тут, когда было информировано 4-5 месяцев назад, что такое будет, ну, все как-то понимают, что это возможно решить. Возможно решить. Вот интересно в связи в свете этих санкций и то, что уже действительно все на рынке понимают, уже даже начиная с весны, что российское топливо токсичная тема. Там банки начали ограничивать там, операции с подозрительными объемами, да. Компании сами себя стали, Орлен заявил о том, что мы там не торгуем там. Но мы все понимаем, что это топливо российское, что его много на рынке, да. То есть объемы, все равно статистика показывает, что оно идет и на Балтику, и в Черное море, где-то оно есть, да. То есть эта молекула, она никуда не делась, она где-то просто растворилась. Вот в этой связи интересно, вот вы проводите комплаенс тех объемов, которые вы покупаете? То есть вы можете там сказать, что вот у нас нету российской молекулы в нашем топливе. То есть вы этим вопросом интересуетесь? Ну, да. Ну, мы импортируем продукты только из Литвы. Мы импортом. То есть это почти 50%, и мы знаем, что это производство одного завода. Там 4 разные терминала, 4 разные компании. И мы гарантируем, что этот продукт, орленский продукт, он уже давно декларируется, что он уже даже не на российской нефти уже в прошлом году не перерабатывался. То есть у вас нет морских поставок через посредников, да. То есть вы берете напрямую у производителя? Мы импортируем только из Литвы. Другое, там 50-60% топлива мы покупаем на внутреннем рынке, уже импортировано другим импортером. И мы видим документы качества, что они произведены там, в Словакии, в Румынии. Верим, что это все является правдой. Если будет какой-то у кого-то неправильный поставщик, это не исчезнет, эти документы. Эти документы не исчезают, к ним придет когда-нибудь кто-то и спросит, почему это так. Но мы за свой продукт, который мы импортируем, мы гарантируем. Вот интересный ваш кейс такой по Херсону. То есть я так понял, что ваши станции там одни из первых полегли, да, там в районе Антоновского моста, были там разбомблены. Да. Недавно слышал, что возобновили вы работу. Вот, честно, мне тоже сложно представить, вот в каких условиях там работают люди, когда обстрелы, власть призывает всех самоэвакуироваться, потому что действительно очень опасно. Что там происходит? Как удалось восстановить эти станции? Как работает персонал? Как вы их мотивируете работать вообще там? Что вообще там происходит вот вокруг этих, вот вы на этой разрушенной территории, по сути, да, вот ваше появление, то есть что вы чувствуете? Знаете, вот когда оккупировали Херсонскую область, да, у нас там были 5 заправок, все коллективы там остались. И были коллективы, которые так заочно присматривали по станции. И у нас вот одна станция, вообще так не обворованная, не разрушенная, и даже дизель-генератор стоял все время. Наверное, он очень тяжелый, не смогли орки его утащить. Там между промышленной и частной зоной там такая есть место. Ну и вот на этой заправке, когда освободился Херсонская область, мы пригласили военных, они нам вне очереди сделали это разминирование станции. Через несколько дней мы собрали коллектив из этих людей, которые работали, остались и руководители, и операторы. Подключили этот дизель-генератор, который стоял, и начали, поехали машины с топливом, и начали торговать. И торгует она там 5-8
кубов Это в день. много. Это нормально, да. И Я так понимаю, что вы там работаете, вот ОКО запустила, по-моему, ОКО станции, заплатила. и вы, да? Мы заплатили, да. Мы еще по одной думаем, но количество людей уменьшается, и мы... Ну, хотя у нас еще есть люди, которые мы можем собрать еще для одного коллектива. И там есть она немножко разрушенная, а мы, может, в середине февраля ее запустим. Ну вот, довозим топливо, раз там 4-5 дней приезжает топливо. Люди, коллектив работает, даже там приезжает несколько десяток километров, едет к нам работать наши бывшие сотрудники. Что люди покупают? Как вот в этом городе без воды, без света? Кто ваш клиент? да. То есть, что происходит на этих станциях? Нет, топливо нужно всегда. И когда у нас есть всегда свет и электричество есть, люди приезжают, загружают телефоны, эти айпады, покупает кофе и покупает топливо. Все как нормально. Может, нам так выглядит отсюда, но там они говорят, более-менее все нормально. Вот последний момент, последние дни, там является особенная такая ситуация, что рядом с трансформаторную разбомбили. Поэтому она теперь работает только на дизель-генераторе. Поэтому здесь будут вопросы, как дальше поддержать ее. Мы будем поддерживать. Надо менять, да? Да, там есть последний дизель, такой трансформатор, который только нас снабжает, и такой завод. Этот завод стоит, практически только для нас был. Поэтому будем смотреть, или это с этим трансформатором работать, или какую-то кабельную линию от частного сектора там продлевать. Как вы пережили вот этот очень сложный ноябрь и декабрь, когда света было мало, да, электрики практически не было? Как вы прошли этот период и насколько вы теперь готовы к возможным повторениям таких сценариев? Практически 85% нашей сети является обеспечены дизель-генератором. Нам под 30 еще генераторов не хватает. Это будет в течение 2-3 недель мы будем 100% иметь. Хотя есть и старые дизель-генераторы, их надо менять. Мы даже закупаем свой резервный фонд, чтобы могли и эти дизель-генераторы в случае технических неисправностей поменять. И с дизель-генератором, сегодня мы с вами записываем, электричества нет здесь, работает дизель-генератор. И никаких проблем нет, видите, на заправке. Да. Люди приходят, обслуживаются и все. Это если дизель-генератор, если только было в дизель-генераторе, мы все решили. Если заканчивать нашу беседу, с точки зрения вас, который видел, как организованы рынки в Литве, в Польше, как считаете, куда нужно двигаться рынку Украины? То есть, что ему недостает и что нужно сделать, чтобы он был еще более устойчивый, более прогнозируемый и нормально функционирующий? Вам лично, в чем вы видите его недостаток, в чем вы видите проблему основную? Знаете как, не знаю, я так... С точки зрения конкуренции той же самой, насколько она Нет, с точки зрения конкурентный рынок является очень такой разнообразный, и с точки зрения конкуренции это очень рыночный рынок. Это нету доминирующей какой-то позиции. Как, например, в Финляндии там есть доминирующая позиция, как в Польше есть доминирующая позиция, а здесь нет доминирующей позиции. Сложно с поставками. Если каждая компания очень сложными путями доставляет топливо. И здесь является какого-то нету такого ясного решения, как это будет в дальнейшем реализовано.
Как прошлый год закончили? Кстати, вот интересно, потому что я помню, был отчет за полугодие, там все было как не очень грустно, но это было логично, в принципе, с учетом того, что мы пережили. Как погода, Есть как бы предварительные какие результаты? Погода есть так, если не смотреть, результаты положительные. И, в принципе, конечно, мы не выполнили бюджеты, там 2 раза меньше, чем планировали. Но это если мы не будем учитывать все затраты, которые мы понесли в связи с военной ситуацией. И помощь, и все как бы разрушения. Если со всеми разрушениями, конечно, это негативный год. Как и, наверное, всем компаниям, наверное. У меня был вопрос, то, что я говорил, жизненный. Вот я там, я молодой человек, да, еще, вы постарше. Работали в Польше, в Литве, как бы Финляндия, да, там. И тут оказались вот в такой мясорубке, да, то есть достаточно сложный бизнес, да, который имеет свою историю такую, да, там как абсолютно новый для новой компании, да, здесь сейчас вообще, война, горе, судьбы поломанные. Что вас вообще здесь держит? Как бы? То есть, мне казалось, что человек скажет, зачем мне это, да? У меня все было. Как бы буду ловить рыбу, да, где-нибудь там в Финляндии или в Швеции. Почему что мотивирует? Вначале мотивировало как бы воссоздать эту компанию, чтобы она была на том уровне, который она была. То есть это интересно, 10 лет назад, да, это. А теперь еще как бы, какая-то симпатия людям есть, которые уважают и которые ждет от меня ответов на какой-то сложный вопрос. И ты приезжаешь, и ты знаешь, что им ты поможешь, и ты являешься востребованным. Вот эта востребованность, она как бы еще тоже двигает, это моральная часть. Я уже не очень, мне уехать, это не так легко. Я понимаю, я почему спрашиваю, что казалось бы, зачем это вот? Да, когда дома, все, уже хорошо, все. Но приехал здесь, и тот говорит, Одрис, как это решаем, как это делаем, как это... Ну и все, все, этот день проходит, утром встал, вечером спал, утром встал, вечером спал, все быстро крутится. И результаты хорошие, и как бы тенденция хорошая, и отношения хорошие. Вот это.